Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Как вы думаете, от чего люди устают? Вам знакомо такое чувство? Давайте послушаем мнение по этому поводу Георгия Жаркова и Юлии Черешенки. Как же ты устала, радость моя? Женщине 40 лет. Ее называют «железной леди». Она сама открыла 3 небольших магазинчика, на ее плечах искать поставщиков и подписывать договоры, чтобы поставщики честными были, думать про аренду и обеспечивать ее. Нанимать персонал, следить за порядком. Ее обязанность разруливать с контролирующими органами. Короче говоря, все на ее плечах. И бухгалтер на ее плечах, и заместители. У нее муж, который где-то работает. Себе на одежду, пиво и сигареты. И мама. Мама живет тут же. Она присматривает за ребенком. Женщина живет в очень большой квартире, потому что каждому нужна отдельная комната. С ними вместе племянница из провинции, у нее тоже комната. Конечно, нужно квартиру содержать, ухаживать за ней, ремонтировать частично, потому что все изнашивается. Это тоже на плечах 40-летней женщины. Она умудряется покупать провизию и даже вечерами готовить. Всем же некогда. Племянница в институте очень устает, муж на работе выматывается, мама в годах, ей 70 лет. Не могут они, а она, женщина, конечно, может, потому что ей всего 40. А еще потому, что она железная леди. А железным не полагается уставать, на то они и железные. Ее все боятся, ее принципиальности и требовательности, поэтому на работе идеальный порядок. Она сама работает и с других требует, иначе все дело развалится. И дома она тоже сама. Все сама. Поэтому, когда возвращается домой, то все по комнатам прячутся, чтобы не нарваться. И мама тоже прячется, потому что боится. Удивительно, что у человека иногда бывает 7 шкур. Он тянет и тянет, наверное, это талант. Правда, муж говорит, что его жена очень деньги любит, поэтому и вкалывает. Мама также полагает, что дочь трудоголик и меры не знает. Они с зятем уверены, что она все лучшие качества женщины растеряла, только одно железо и осталось. Мать хотела бы сказать, на кого милая дочь похожа, но боится, и муж боится. Все только и делают, что боятся. Она работает и работает, и поставка товара, и санитарный контроль, и пожарный контроль. Приехала бабушка, мать матери. Деревенская старушка, полуграмотная, ничего в бизнесе не понимает, плохо слышать стала. Приехала, чтобы к докторам попасть. Сидит на кухне, чай пьет. Вернулась внучка из магазинов. Чмокнула ее в щечку и за плиту. А домашние все разбежались по комнатам, чтобы не нарываться. Внучка губы сжала и стучит себе ножом по разделочной доске. Готовить что-то. Резала, нож упал рядом с ногой. Она замерла на мгновение, чтобы силами собраться. И вдруг на талии руку почувствовала. «Детонька моя», — бабушка сказала, — «устала-то как». И повела ее из кухни. А она, железная леди, покорно пошла. В комнату пришли, уложила ее бабушка, погладила по головке, еще сказала: «Радость моя». Куда железо делось? Наверное, вмиг ржавчиной покрылась и отпала. Сердце осталось, и ранимая душа, которая по ласке очень соскучилась, осталась. Слеза потекла, но высохла, не полагается. 5 минут, но слабой побыть. Ощутить сочувствие и любовь, которая ничего не боится. Для любви нет авторитетов, и железной леди для любви нет. А есть детонька и радость моя. Век такой, видимо. Люди бегут, бегут, бегут и много работают. И никто не возьмет нас за талию и не скажет: «Радость ты моя, как же ты устала». Устала быть сильной, хочу быть слабее. Железные нервы иметь тяжело. Ведь слабых по жизни обычно жалеют, а сильных с обрывов толкают назло. Устала быть мудрой, решая проблемы совсем не свои, а каких-то людей. Дай, Господи, силы заполнить пробелы, начать наконец-то жить жизнью своей. Устала быть умной справочной службой, с утра с телефонов десятки звонков. А нужно ли мне это? Мне это нужно, быть мудрой овцою при стаде волков. Устала, нет силы, все просто достали, на хрупкие плечи свалили свой воз. Я рада помочь, но ведь я не из стали, я рада спасти, но ведь я не Христос. Устала, наверное, просто устала, ведь все как обычно, дела, суета.
Себя за работой совсем растеряла, исчерпаны силы, внутри пустота. Как я устала, знает только Бог. Хотя ему всего не рассказала, но если он в меня поверить смог, ночь отдохну и все начну сначала. Послушайте сказку об уставшей женщине. Жила-была на свете уставшая женщина. Каждое утро она кое-как просыпалась, заставляла себя целый день работать и измученной ложилась спать. Она уже и не помнила, когда в последний раз чувствовала себя отдохнувшей, полной сил и желания жить. И так все продолжалось до поры до времени, до того самого момента, когда тень уставшей женщины отделилась. Это было летним жарким днем, когда нужно было сделать очередное важное дело, потому что не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Кто не работает, тот не ест. Именно это довело женщину до пика усталости. Тень стала удаляться от нее, оставив свою хозяйку сидеть без сил на офисном стуле. Женщина умоляла тень: «Пожалуйста, вернись ко мне. Ты уходишь, и вместе с тобой уходит вся моя сила». Тень ответила: «Да, верно, ведь я хранительница твоей энергии, но я больше не могу тебе помочь. Ты исчерпала почти всю свою силу, не восполнив ее запасы. Ты довела себя до полного изнеможения. Подумай хорошенько, почему все это с тобой случилось? Без тебя мне будет сложно это понять. Пожалуйста, помоги мне». Тень немного подумала, а потом согласилась. «Хорошо, но только при условии, что ты пройдешь 3 расколдовывающих твою энергию испытания. Согласна?» «Конечно». «Тогда слушай. Задание первое. Почувствуй свою спину, свои плечи. Ощущаешь ли ты невыносимую тяжесть?» Уставшая женщина кивнула. Как ей этого не чувствовать? Сколько лет она таскает невидимые тяжелые мешки? Тогда отдай не свою ношу тем, кому она будет по плечам. Отдай этим людям их жизнь. Это их уроки, это их победы, это их развитие, а свою долю оставь. И тогда ты сможешь начать жить своей жизнью. Ох, как тяжело было женщине признаться себе в том, что она несет бремя, вовсе не ей предназначенное. Это было ей не по силам. Это высасывало ее энергию. Заботы подруг, мужа, родителей. Она тащила на себе все их проблемы, все их трудности и пыталась решить их, но становилось только хуже. Всем. Но теперь все, хватит. Отныне пусть каждый живет своей жизнью. Уставшая женщина закрыла глаза, представила каждого, чью ношу она когда-то по доброте своей взвалила на себя, и мысленно отдала их долю. Как только уставшая женщина освободилась от непосильного бремени, ее телефон стал звонить. Это ее искали все, кто когда-то взвалил на нее всю эту тяжесть. Уставшая женщина испуганно посмотрела на свою тень. «А что мне делать? Они сейчас начнут опять просить меня забрать их ношу». Тень оставалась неумолимой. Если хочешь быть здоровой, если ты хочешь, чтобы все эти люди прожили полноценную жизнь, не сожалея ни о чем, тогда пройди второе испытание. Научись говорить «нет», когда это необходимо. Женщина кивнула, но почувствовала, что второе испытание, пожалуй, еще сложнее первого. Как отказать? Что они подумают? А вдруг с ней перестанут общаться? А вдруг ее не будут любить? Но делать нечего. Она ответила на звонок своей подруги. Разговор был бессмысленным. Подруга уговаривала сделать за нее все дела, а уставшая женщина все оправдывалась и оправдывалась. Тень подошла к своей подопечной и тихо подсказала. Для того, чтобы научиться говорить «нет», вначале нужно разучиваться оправдываться. Иначе люди почувствуют твою неуверенность и будут продолжать убеждать тебя до тех пор, пока ты не сдашься и не взвалишь на себя их бремя. Женщина кивнула и закончила разговор с подругой твердым, неумолимым и в то же время полным состраданием «нет». Это звучало на языке сердца примерно так. «Ты мне очень дорога, именно поэтому я желаю тебе, чтобы ты жила своей жизнью. Поверь, именно тогда можно почувствовать себя счастливой. Испытав все посланное судьбой, ты учишься ценить то, что у тебя есть, и ты стремишься к своей мечте, обретая для этого все необходимые качества». Конечно, не все поняли уставшую женщину. Кто-то действительно перестал с ней общаться, а друг ли он был? Кто-то обиделся. Да, нужно время, чтобы привыкнуть жить своей жизнью и уважать жизнь другого человека.
а кто-то с этим смирился. Тень сказала: «Пришла пора пройти третье и последнее испытание, и тогда к тебе вернется твоя энергия и твое желание жить. Научись отдыхать. Позволь себе отдыхать, а для этого ты встретишься с тем, кто тебе больше всего мешает, со своим чувством вины». Третье испытание было самым коварным. Чувство вины безжалостно меняло свои личины и голоса. Как только уставшая женщина пыталась отдохнуть, как чувство вины подходило к ней и маминым голосом говорило: «Как? Ты опять бездельничаешь? Я тут работаю, работаю, а ты прохлаждаешься. Как тебе не стыдно? А ведь сегодня столько дел». Или слышался папин голос: «Если ты этого не сделаешь, то никто не сделает. Все пойдет прахом». Что, устала, говоришь? От чего ты устала? Ты еще ничего не сделала. Работать. Работать надо больше, работать. Или чувство вины говорило голосом бабушки: «В нашей семье отродясь лодырей не было. Я вот кручусь целый день, не присяду даже. И ты должна быть такой же». Голоса требовали и упрекали, и женщина поняла, что она не сможет отдохнуть, не сможет, даже если будет лежать на диване часами, даже если она уедет в отпуск на край земли. И тогда возник этот крик, крик ее бунта. «Я имею право на отдых. Я снимаю с себя заклятие запрета на него. Отныне я буду не только трудиться, но и полноценно отдыхать. Ведь существует не только день, но и ночь. Активность меняется отдыхом и в природе. Даже природа, великая женщина, отдыхает. Я не бездельничаю, а восстанавливаюсь, чтобы быть здоровой, счастливой, полной вдохновения и творческих сил. И тогда я буду делать что-то не потому, что должна. Я буду делать все с любовью, с радостью, с искренним желанием». Этого монолога хватило, чтобы чувство вины исчезло. Уставшая женщина осознала, что всегда старалась быть хорошей для кого-то и поэтому запретила себе жить своей жизнью. Запретила себе отдыхать, иметь свое мнение. И от этого еще никто не стал счастливым. Этот день был самым необыкновенным для отдохнувшей женщины. Она с наслаждением приняла цветочную ванну, лежала на диване с любимой книжкой, любовалась невероятной красотой заката, вдыхая ароматы вечерней росы, слушала голос счастливых надежд, чувствуя биение вернувшейся жизни в своем сердце. К ней возвращалась не только энергия, к ней возвращались здоровье, красота, радость, вдохновение, покой, и все это только лишь потому, что однажды уставшая женщина наконец-то позволила себе отдохнуть. Если представить, что жизнь — это марафон, возможно ли бежать по ней без остановки? В любом деле, на любом маршруте должны быть привалы и отдых. Чтобы прийти к своим целям, человеку необходимы силы. Если вы устали, сбавьте обороты, двигайтесь медленно, но главное, не останавливайтесь. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. От чего устаете вы? И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.